Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Владимир Карелин, и мы продолжаем работать на вышке и следить за пожарами в игре под названием Firewatch. Так, продолжить. В прошлой серии у нас оборвали связь. Какие-то подростки, которые, видимо, либо это те, кто купались в озере пьяные, либо это тот мужик, который нам попался и светил на нас. Поэтому нам нужно возвращаться, я как понимаю. Ну-ка по карте сейчас глянем. Если... Да, у нас есть проход. Вон туда дальше. Мы сейчас сходим туда. Возможно, это мужик. Ну, возможно, и нет. Там банки пива были тогда. Мы их убирали. И шмотка осталась. Так, прыгаем. Припасы региона Торофер 320 метров на север. И вышка Торофер 7,7 километров. Вышка 2 тропы 3 километра. Озеро Джонси 3 километра. Это нам всего 3 километра до озера Джонси. Нифига себе, что-то как-то тут вообще ориентация какая-то. Так, нет, стоять, нам надо. Как нам туда спуститься? Вот тропа идет. Да, мы идем сюда, правильно. Может, тут найдем ящичек? Супл. Так, дроп какой-то. Давайте дойдем. А, вот он ящик. Хорошо. Так, что тут еще есть? Больше ни хера. 1, 2, 3, 4. Открываем. Моспик. И ни хера тут нет. Бля. Туфоркс и спрус. Нахер он тут, блядь? Мне ни хера нету. Жалко. Все, дальше нельзя, поэтому идем сюда. Тут вроде как есть какой-то проход, но куда он ведет? Непонятно. Мы уходим все дальше и дальше. Или мы выйдем опять где-то здесь, с этого края карты. Трофер Лукаут. А, и мы, наверное, вот отсюда вот выйдем как раз к своей вышке. Тут
Ту, Тарафер, Траилхед какой-то, короче. Мы должны выйти вот отсюда, я так понимаю. Но мы сюда. Сообщите о фуникулере. Это то, как попадает в мой сектор. Серьезно? Слушай, давай я в него залезу. Он заперт и предназначен для экстренных случаев, я его сама никогда не использовала. Рейнджеры используют его... так. Помоги, у меня экстренный случай. Ну, конечно. Да, я только что увидел торнадо, мне нужно отсюда убраться. Торнадо в сердце скалистых гор, да. Ёлки-палки, мне нужно сообщить об этом. Том, 2 тропы ведет торнадо. Он говорит, что ему нужно эвакуироваться в мой сектор. Это метеорологически невозможно. Торнадо не было в Йеллоустоуне последние 100 миллионов лет. Короче, торнадо здесь никогда не было. Блять. Все-таки мы не сможем. Придется нам идти на вышку обратной дорогой. Пойдемте, зря сюда ходили вообще. Получается, ни в ящике, ни хера. Ни канатная дорога нам не помогла. И как нам отсюда выбраться сейчас? Наверное, туда идем. Сообщите о прыжке. Но я спрыгнул вниз и теперь не могу подняться обратно. Вот незадача. Я могу продолжить путь, но решил предупредить на случай, если здесь застряну. Надеюсь, это случится после того, как ты найдешь этих засранок. Я тут подумал, возможно, тебе стоит вернуться туда, где их видел в последний раз. А где я их? В последний раз? То на вышку, то, блядь, за ними искать их. В последний раз я их вообще на озере видел, так что пойдемте. Я думаю, эта тропа нас сейчас как раз к озеру и выведет. Качи 303, а тут Качи 241. Это какая-то пещера, видимо, еще одна. Ага, вот и сумка. Сообщите о висящем рюкзаке. Здесь оставленный кем-то рюкзак. Он одного из подростков? Нет, похоже, что его забыли довольно давно. Но ты всегда можешь проверить его на наличие продовольствия. Так, смахнуть. Угу, фотик. Веревка, хорошо. У меня теперь завались веревки. В рюкзаке ее было полно, в неплохом состоянии. Повезло. Здесь так много веревки, что я могу оставлять ее на креплениях. О, зацени в рюкзаке тоже был один из этих Так. Пленка еще осталась. Короче, фотик у нас теперь есть. Мы сможем что-то фотать. Была нашивка на рюкзаке с именем Брайан Гудвин. Так, чтобы использовать фотоаппарат. Рейнджер? Он что, был рейнджером? О, нет, нет. Он жил в 2 тропах твоей вышки со своим отцом. Сюда разрешено приводить детей? Нет, я не ярый приверженец правил, они уехали в середине лета. Почему? Почему, куда они ушли? Не знаю, я не очень общалась со стариной Недом, и в один день они просто пропали отстой. В общем, вот так. Развлекайся с камерой. Постарайся не снимать чего-то, что травмирует работников от...
Так, мы ищем девчонок или кого, подростков, короче, чтобы использовать... Так, С. Ну вот, все-таки мы можем что-то сфотать. И что мы сфотаем? Вот это дерево, на котором висел. Там число 17, возможно, пленка ограничена по количеству фоток. Так, а вон я вижу еще один ящик. Прикрепляем. Только не пизданись сейчас. Так, что еще? Еще крепим. Так, осматриваемся. Так, разбил кому-то в Колорадо сердце. Какой... Так. Лично я решила не привязывать к кому-либо, кто будет по мне скучать, хотя я немного в стороне от этого. Я женат. Я вообще-то женат. Так, но ты здесь. Не твое дело. Это тебе не касается. Извини, но это ты начал о ней говорить. Так, извини, ты права. Ничего, все нормально. Послушай, мне нужно по делу спуститься вниз, но я захвачу рацию. Делайла отошла, она раздражена. Так, тут что-то есть или нету? Просто какой-то спуск. Да, тут ни хера нет. Что-то появляется, я понять не могу. А, тонкий столб дыма. Я вижу очень тонкий столб дыма, видимо, там кто-то. Да, я тоже его вижу, тоненький столбик дыма, как будто это новый пожар или костер. Костер, думаешь, это они? Я думаю, да. Похоже, что он к югу-западу от меня. Верно, если пойдешь к ручью Five Mile, ты попадешь куда надо. Найти источник дыма. Присматривай за этим столбом дыма, дай мне знать, если он станет больше. Хорошо. Найти источник дыма. Ну, мы сейчас туда и пойдем. Вышка, 2 тропы. Давайте откроем. 1, 2, 3, 4. Может, тут что полезное будет. Так, вот карта. Зарисовываем. Записка, давайте почитаем. 16.06.86. Дэйв. Угадай, у кого свидание с Дебби на следующей неделе. Нет, не у этого засранца Стива, у твоего друга Рона. Я пошел проведать нового парня в 2 тропах и услышал, как он говорит сам с собой. Больше, чем другие дозорные. Поэтому решил держаться подальше. Помнишь, как ты засек парня из Чимни Рок, когда тот развлекался сам с собой в гамаке? Я начинаю думать, что лесная служба нанимает только психов и извращенцев. Нас это, конечно, не касается. Мы сливки общества. Давай выпьем за Деб, Рон. Тот мужик, который нас светил. Это ли не вот этот Рон случайно? Мы сейчас за ним ходим, что-то он хотел... Пишет, что хотел нас проведать.
Можно это как-то нормально, блядь? Оставить себе. Давай оставим. Отколотый камень. Осмотреть. Я ничего не вижу в нем. Бросить. Сообщить о когте. Кто-то нашел окаменелость и положил ее в ящик для припасов. Это мог быть тот же, кто оставил оленей рог. Может, они мне все животные оставляют часть за частью? Так, осмотреть. Ну, рог, клык. Ящик с припасами. Так. Какая-то травка. Ладно, пойдемте. А куда нам? В какую сторону? Туда или сюда? Ну-ка, что карта показывает? Так, ну, в любом случае разветвление дороги. Это, во-первых, одна дорога к нашей вышке. Другая сюда. Ну, костер-то вот сюда горит. И, возможно, нам придется... Да, вот так пойти. Но костер на том камне. Блин. Не пересекать. 18-й код США. Параграф так. 1863. Сообщить о заборе. Эй, Делайла. Что там у тебя? Нашел их? Еще нет. А зачем здесь забор? Чтобы туристы не летели вверх тормашками с тропы. И лесная служба поставила для этого здоровенный забор? Проволочный забор. Да, похоже, что он окружает очень большую область. Странно. Может, те девчонки за забором? Насколько я понимаю, себе противным девчонкой-подростком последнее, что мне хотелось, это лезть через забор. Особенно, если я знал, что у меня... Так, да я даже не знаю, как туда попасть. Кстати, это вообще очень странно, что они там. Да, странно. Так, ну по карте мы сейчас завернем, и эта тропа пойдет туда. А если через забор пролезем, то возможно... Это мы туда завернем. Возможно, мы на эту скалу сможем попасть. Каким-то образом, не знаю. Но он тут здоровенный, дальше нам никак. Бля, я додумал, уже можем как-то перепрыгнуть, перелезть. Тогда остается где-нибудь вот тут поискать дырку. Стопудово есть что-нибудь. Не может же быть, чтобы... Блять. Так, мы сейчас где? А, мы вдоль забора идем. А вот этот горелый лес. Послушай, просто чтобы ты знал, я не хотела приступать к границе ранее, как... Так. Так. Я знаю. Я знаю, что не хотел. Ты просто пытался поддержать беседу. Я ценю это. Так, расскажи мне о ней, если хочешь. Она профессор в колледже. У нее ученая степень по биологии, эволюции и все такое.
О, эволюция — это рисковая тема в этих краях. Блин, она звучит крутой. Еще как. Где она преподает? Болдер. Отличная школа, мой двоюродный брат туда ходил. Ну вот такая она. Так, ну во-первых, я не знаю, как все-таки попасть на эту скалу. И опять-таки у нас тут две тропы. Сейчас мы их просто для разведки пробежим. Ну и веселенькое же это знание, заставить этого сраного кренделя поднять свою задницу. Прости, крендель? Ну ты знаешь, неудачник, лох. Не очень, но теперь знаю. В следующий раз, когда ты будешь в баре и какой-то банкир наступит тебе на ногу, пытайся заказать свой отстойный мартини. Эй, крендель. Почему бы тебе не занять очередь, пока я не вышвырнул твою морду на помойку? Это прекрасно. Блять, они просто тут болтают. Какие-то рандомные у них разговоры, не по делу. Так, это тропа от забора. Короче, пошлите. Тут все одна тропа, она все соединяется в одну. Дымок, вон он, я его вижу. По-любому нам... Так, сгоревшее дерево. Тут пожар, походу, был. Припасы региона Тарафер. Вышка Тарафер. А где вышка-то? Я ее так и не нашел. Так, по карте мы идем. Ну, будем заворачивать к озеру, походу. Скорее всего, дымок оттуда идет. Смею предположить, что ты пол жертвы. Так. Я нашел объявление в газете. Почему бы и нет? У меня нет связи и жизни, лучше проведи оставшиеся годы в полном одиночестве. Что-то вроде. Из-за событий прошлого лета финансирование лесной службы увеличили, и мы смогли позволить себе рекламу. Радость, что она работает. Что случилось прошлым летом? Ну, федеральное правительство почти позволило национальному парку Йеллоустон сгореть дотла. Припоминаешь? Почему они это сделали? Ну, если карт... Так. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that President Reagan didn't care on the nightly news. I mean, what the hell's he gonna do? Президенту Рейгану все равно. Короче, 80-е у нас. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Блять, я не могу понять. Так, в итоге нам надо сюда завернуть. Да, костер там. Короче, парк Йеллоустон, как она сказала, сгорел дотла. Правительство допустило такую оплошность. Президенту Рейгану плевать. Было на все это, но им повысили зарплату, я так понимаю. Президент Рейган, потому что у нас 80-е годы.
But then there's another part of me that can't help but indulge the whole hot for teacher thing. You know, heavy petting in the book stacks. Furtive glances during Незаметные lecture. приглядывания. Так. Office hours role play. But professor, I can't fail chemistry. Ладно, я Isn't скажу there ей, что она anything I can больна. do to pass the class? Hmm? Послушай, она на самом деле болеет, она тяжело больна, и мы не могли больше быть вместе, и вот почему я здесь. Oh, О, боже, my God, то есть, черт, что случилось? what happened? Поговорим об этом позже. Okay, Хорошо, хорошо, Генри. Как ее зовут? what's her name? Джулия. That's a nice name. Хорошее имя. Так. Давайте крепиться. И будем спускаться. А вон и дымок-то уже. Мы почти дошли до этого дымка. Высоко тут. А, это переход в ущелье. Все, я понял, где мы. Вот тут дорога к нашей вышке. А, тут и прыгнуть можно. Но это мы сократим. Сократим и пойдем к вышке в любом случае, но нам-то надо туда, поэтому давайте спускаться. Опять они костер стопудово на озере зажгли, да и все. Девки эти, блядь. А тот, кто банку пива пил, это тот мужик, который шел, видимо, проведывать меня, но испугался, что я болтаю сам с собой. Я в громо... Так, у нее болезнь. Я больше не вижу дым. Он все еще там, попробуй пойти на запад. У нее болезнь Альцгеймера, деменция. Ого, сколько ей было? Сколько сейчас она жива? Живет с семьей в Мельбурне, Австралия. Ей 43. Охренеть. Ага. Каково это было, когда вы узнали об этом? Мы не понимали. Мы не очень понимали, что происходило. Да уж. Но даже тогда мы этого до конца не понимали, пока она не потеряла способность работать, и я не мог оставлять ее одну. И до тех пор я думал, что это все, это конец. Было тяжело. Извини, что я такой нытик. Даже не думаю, я рада выслушать. И мы постараемся хоть немного повеселиться этим. Так, идем. Бля, плохо, что тут нету, конечно, перевода этих титров, читать невозможно. Не успеваю. Поэтому как-то не всегда полностью мы в курсе дела и не полную информацию из этого получаем. Ну ладно. Смысл игры все равно немножко как бы понятен. И хорошо. Так, а тут что за тропа? Она куда-то сюда ведет. Но я туда не пойду. Так, просто загляну немножко. Да, тут можно спуститься куда-то туда. Но мы туда не пойдем, мы немножко тут полазим. А вот и ящичек тут. Хорошо, что мы сюда зашли. 1, 2, 3, 4. Так, карту помечаем.
Старый свитер. Сообщите об университетской толстовке. Я нашел толстовку с логотипом университета Восточного Колорадо. Может, это одной из девчонок? Существует университет Восточного Колорадо? Честно говоря, не думаю. Тогда зачем кому-то такое выдумывать? Ага, а потом лепить это на толстовку. Мир — странное место. А мы свитер не можем взять? 4-е имение. The Forested. Ричард Старгион. Осмотреть. $2.50. Ну, тут по-английски я не знаю, что тут. Так, записка, читаем. Опять. 29.08.86. Рон, у меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Вапите? Шериф не очень мной доволен. Но не знаю, наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела, Дэйв. По скриптум. Амигос по-испански и профессионалис по-итальянски. Понятно. Заберем себе ее. Закроем ящик и пойдемте. Так, там утки крякают. Пойдемте уже к дыму дойдем. Так. Время еще у нас есть. Так как вы познакомились? Мы встретились в баре. Колыбель современного романса. Я подошел к ней и спросил, какая у нее специальность. Мне показалось, что она студент и не профессор. Ловко. Какой есть, хотя первый шаг все равно был за мной. Так, мы куда-то идем. Через кусты. Тонкий столб дыма. Куда нам идти-то тут? Непроглядный лес какой-то. Непроходимый. Так, вот эту тропу я помню. Мы сюда приходили. Так, приберемся. Опять кругом эти банки. Но мы сейчас опять к вышке к своей пойдем. Вот, Campfire Smoke. Вот сюда нам надо. Возможно, мы сможем вот тут обойти. Тут же должен быть проход. Ну вот сюда вот. Ну, да. Так, а тут ящика нету.
Так дым-то вон там. Бля, может тут сможем спуститься, обойти. Так, тихо. What are you gonna do when the Что fire ты season собираешься wraps up? делать, когда закончишь? Are you gonna go be with her? Just go back to Boulder? You should go be with her. Тебе так. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. Может, навещу ее, не знаю. Well, why А not? почему бы и нет? Она со своей семьей в Мелбурне. Они не очень меня любят. Oh, Ее сестра Сюзан отличная, но родители, они всегда считали, что она заслуживает большего. И что мне следовало лучше за ней ухаживать. fuck that. I have no doubt you Нахер did your это? best. Уверена, ты... Так, ты делал все верно. Если ты хочешь ее навестить, то так и сделай. Не позволяй парочке засранцев ограждать тебя от нее. Так, ну вот еще один ящик. Мы куда-то заперлись, что походу все-таки не сюда нам. Так, листовка о пропавшем без вести. Ящик с припасами. Шишка. Бросить. Так, а много туристов пропадает в Шошане? К сожалению, пропадает. В основном в этой области, в Торрефер, поскольку она такая удаленная. А что? Я нашел старую листовку про пропавшего туриста и задумался, вот и все. Вспомнил, как ты сказал, что постоянно говорила с Гудвинами. Так, на Неда Гудвина не напал медведь, и он не застрял во враге, он просто был говнюком с ПТСР, который потащил своего сына на эту работу. Тебе этот парень не нравится, да? Я не знаю, честно, мне просто было тяжело говорить с этим. Есть дозорные, которые не затыкаются, которые называют меня по любому малейшему поводу, и есть те, которые просто ходят, чтобы их оставили в покое, и он относился к последним. А я, значит, к первым. Но я не хотел ничего такого говорить. Пышный лес. Эй, да, так. Так, ты сказала ПТСР. Да, вот, кстати, насчет ПТСР. Твоя рация разве не должна быть... Так, не смог себя заставить. Ну, значит, я с тобой это застряла. Итак, что ты упомянула о посттравматическом стрессовом расстройстве у Неда Гудвина? Ну не знаю, он был в армии, и он был странным. Это печальная история. Его освободили от службы только потому, что его мать, бабушка Брайана, умерла. Она заботилась о нем, и Нед был единственным роднёй. Черт, и ты узнала? Так. И как хорошо он находил пожары. Лучше, чем ты, вообще-то. Ему нравилось сидеть. Так, ну я сейчас вообще не вижу никакого. Здесь довольно пышно. Для такого жаркого лета, как сейчас, это место выглядит слишком пышным. О, должно быть, ты говоришь об осиновой роще. Эти деревья, кстати, целый организм с единым корнем. Нет. Они распределяют воду между собой и таким образом могут выжить сотни лет даже после пожара. Может верить, что тебе и правда платят за... Так. Так, ну в итоге пожара-то мы не нашли. Но мы идем в правильном направлении, кстати. Вот здесь, видимо, будет пожар.
Так, ящика я тут не вижу. Пока что. А вот и шмотки. Сообщите о водопаде. Здесь рядом очень красивый водопад. Учитывая любовь тех девочек к купанию нагишом. Ну вот. Какая-то шмотка. Кусок ткани. Сообщите о клочке ткани. Здесь какая-то тряпка. Похоже, что ее откуда-то вырвали. Странно. Я продолжу осмотр. Так, тут ущелье у нас. А, вот откуда дым-то шел. Нихера, как они далеко зашли. Сообщите о лагере. Я вижу лагерь. Кажется, они разводили огонь. Это точно они? Похоже на то. Готов поклясться. Они притащили сюда 4 ящика пива. Выследи их и не дай им себя обнаружить. Ну и работенка. Затушить. Так, ну все затушили или еще? Так, подростковые журналы. Опасные самцы. Подростковая зона, ящик пива. Сообщить об опасном самце. Но я нашел опасных самцов. Что за... Ты что? Это название журнала для девочек. Он лежал на земле у них в лагере. Сообщить о подростковой зоне. Я вошел в подростковую зону. Правда? И где она? Это один из девчачьих журналов. Так, и ящики пива. Эти девчонки оставили целый ящик пива. Полный ящик. Ну вот молодцы-то какие. Вот это преданность делу. Так, мое белье. Это мое белье. Сообщить об украденном белье. А, нашел мое белье. Так это они выломали к тебе на вышку? Похоже. Значит, суки, это они вломились в мою вышку. Палатка, сообщить о палатке. Их палатка выглядит так, будто ее пропустили. Так, понятно, откуда эта тряпка. Кто мог такое сделать? Медведь? Или, знаю, звучит безумно, это мог быть олень. Вапити, который заплутал. Кто бы это ни был, он себя не сдерживал. У тебя есть фотоаппарат, да? Было бы неплохо сделать несколько снимков на всякий случай. Да, хорошая идея. Так. Котик. Потрепанной палатки. Раз. Костерчик с бельем. 2. Так, отсюда выхода, наверное, нету. Да, тут уже мы, наверное, никуда не выйдем. Порванная одежда, сообщить. Часть их одежды разорвана в клочья. Это плохо. Так, спальный мешок, сообщить. Знаешь, может быть, мне стоит взять их спальный мешок? В данный момент бери что угодно. Блять, давай возьмем. Записка. Сообщить о записке. Похоже, кто-то оставил записку. Любопытно, тебе стоит ее прочитать. Окей, хорошо. Сообщи, что в ней. Так, читаем. Дорогой псих, я надеюсь, что ты доволен. Мы уходим и обратимся в полицию или куда-нибудь еще и скажем им, кто ты. Напугал нас
Как ты напугал нас на озере, а потом пришел и разрушил наш лагерь и испортил все наши вещи. А воровать трусы просто отвратительно. Ты наверняка странный маньяк-убийца и точно попадешь в тюрьму. Надеюсь, те фейерверки того стоили, хрен. Заберем себе. Сообщить о злой записке подростков. Их здесь точно What's нет. it say? Что в ней сказано? Они вызывают полицию, думаю, я на них напал. Hello? Henry, are you there? Ты тут? Honestly, Да, честно, я I'm просто рада, just что glad они they're gone. ушли. It's Это лучший probably the исход best case scenario for us, and событий для нас, и now we теперь can мы just get сможем back to work. вернуться к работе. I'd really like Я to бы start уже enjoying a хотела quiet начать summer. наслаждаться тихим летом. Так, день 3. Найти внизу доски для ремонта окна. Так, мы ремонтируем окно. Но на этом мы будем заканчивать серию. Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на мои соцсети, на паблик ВК, на Телеграм, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии, а мы увидимся в следующей серии. Всем пока!